Some of our projects, top left you see the city of Hamburg, top right you see Olympic legacy of London. It's a project not wasting money of investments after Olympics. On the left down you see the GWL area in Amsterdam. It's one of the first sustainable areas in Shenyang. We are involved in many Chinese projects at the moment. Ну, вот на этом слайде представлены некоторые проекты, градостроительные проекты, которые KCP выполняла. На левом верхнем снимке это гамбургский Хафен-Сити, справа лондонское олимпийское наследие. Основная идея этого проекта состояла в том, чтобы не потерять вложенные инвестиции и сохранить то, что было построено для Олимпиады, для последующего использования уже после Олимпиады. Слева внизу это амстердамский квартал Дживель. Это один из первых примеров градостроительных проектов, осуществленных в 90-е годы, где в основу были положены принципы долговечности и экологичности. И внизу справа это проект в китайском городе Шиньяне. Это новый китайский город, это один из новых китайских городов. У нас много сейчас проектов в Китае. Our work is not only to build or to make master plans, but we think it is very important to create a good quality public space in which people like to be and meet each other. В нашу задачу входит не только строительство зданий или создание генпланов, но и создание качественной общественной среды, где люди могут себя комфортно чувствовать. There might be a difference with the climate in some Russian cities. This project is in Hamburg, but in summertime, but the places there can be flooded in wintertime with water. Can you imagine? Конечно, очень много при создании таких пространств зависит от климата. Вот то, что вы видите на снимке, это проект в Гамбурге, но несмотря на то, что летом там так можно находиться прямо на улице, зимой это пространство часто заливает вода. But also quality is important in a public space in a more residential area, for example, the GWL area. Can you imagine family living in the cities in a density of about 100 houses a square hectare? Но, конечно, и когда мы проектируем, скажем, жилые дома, мы тоже стараемся придерживаться тех же принципов удобства и пригодности для жизни. Скажем, это жилая часть квартала Дживель. Вы можете себе представить семьи, живущие в этих домах, в районе очень плотной застройки, где приходится по 100 домов на квадратный гектар. Some of our architecture, on the left examples of high quality office space, and on the right housing with a lot of attractive communal spaces inside. Но еще несколько примеров архитектуры нашего бюро. Слева это офисы премиум-класса, а справа это жилые кварталы с привлекательным общим общественным пространством. We do research, we teach on universities, and we write books about our work. Мы занимаемся исследованиями, мы читаем лекции в университетах и пишем книги о том, чем занимаемся. The second part is the urban plan of the Wijnaf Island in Rotterdam, for which island we made a master plan. It's in the middle on the picture. Но вторая часть моей лекции – это история острова Винхавен в Роттердаме. Для этой части города мы делали сводный генплан. The triangle in the middle shows the medieval city of Rotterdam, protected behind big walls. And the harbor, it's one of the biggest harbors of Europe, was only this in the beginning. It was protected by fences around this water area. Треугольник в центре – это исторический центр Роттердама, который находится за высокими стенами, защищен высокими стенами. А гавань, Роттердамский порт, это одна из самых больших гаваней Европы, также находится за заборами, закрыта забором. In light brown you see what has been bombed during the Second World War, and we had completely to rebuild a new center. That's the
the blocks in grey on the map. Светло-коричневым цветом выделены те части города, где полностью все было разбомблено во время Второй мировой войны, а серым показано то, что было затем построено. And the Wijnhaven Island is this triangle in the middle. А остров Вейнхавен – это вот этот треугольник в середине. Here you see an aerial picture of the island. The city center of Rotterdam has been built along modernistic principles, so only offices or schools or shops in the center, but a very dead city in the evening. Ну вот на этом виде с запад птичьего полета виден центр Роттердама, который застраивался после войны по такому модернистскому принципу. Здесь были только офисы, школы и магазины. И по вечерам, когда огни гасли, эта территория превращалась в такой мертвый город. And in the beginning of the 90s, a Swedish developer came to Rotterdam and he said, I wanted to build a 300-meter hotel tower, and then therefore the city of this quarter should be destroyed again, and the municipality didn't like it to do it again so fast after the war. Затем в 90-е годы появился шведский девелопер, который изъявил желание построить 300-метровую башню-гостиницу. Для этого на территории вокруг будущей гостиницы надо было опять снести очень много зданий, и муниципалитет не хотел этого делать, потому что память о бомбежках послевоенных была еще слишком жива. The municipality gave us the commission for the design of the Wijnhaven Island, and well, then we studied a lot on the rules of New York, and we could use that on the Wijnhaven Island. Муниципалитет Роттердама заказал нам проект для острова Вейнхавен, и мы обратились к опыту Нью-Йорка, чтобы посмотреть, какие идеи из городского планирования можно позаимствовать. We studied the Wijnhaven Island in that period, and well, we thought that a lot of investments were needed to improve this area. Мы изучили состояние острова Вейнхавен на тот момент и решили, что необходимы будут очень большие инвестиции, чтобы изменить эту территорию. Again to New York, we learned a lot of Jane Jacobs. He wrote a lot about New York, and in her analysis of a good city, they came up with 4 generators of diversity, mixed use, small blocks, buildings in various stages, and a lot of density. И мы обратились к идеям, связанным с планированием Нью-Йорка и с развитием Нью-Йорка по работам Джейн Джейкобс, и она выделяет 4 так называемых генератора разнообразия в городе. Это смешение функций, компактная застройка, это наличие в городской среде зданий разных времен постройки и плотность городской среды. So we learned our lessons and would use them to transform Wijnhaven Island, an area of high potential as it lays in between on the left the river and on the right the city center. Meanwhile, the municipality had changed their politics for the city of Rotterdam and wanted to add thousands of new apartments in the city center. Ну, таким образом мы выучили свой урок и решили использовать его для того, чтобы преобразовать остров Вейнхавен, поскольку эта территория обладает огромным потенциалом, она находится между городским центром и рекой. Пока мы работали над этим проектом, муниципалитет изменил свою политику и решил добавить в центр города 1000 жилых домов. And after analysis and first tryouts, we got inspired by this beautiful image of San Gimignano in Italy. После длительных исследований и анализа ситуации мы решили обратиться к этому волшебному образу итальянского города Сан-Джиминьяно. And so we developed a dynamic master plan with the basic rule that if one owns a square meter, it is allowed to build 20 cubic meters. It's a volume rule.
Next came some side rules on setbacks, maximum volume, height and slenderness of the towers. Таким образом, мы разработали динамический генплан, положив в его основу правило, что если владелец недвижимости, владелец земли на этой территории имеет в владении 1 квадратный метр площади, он имеет право построить на нем 22 кубических метра объема. И также были дополнительные какие-то правила, которые касались максимального объема, высоты и толщины башен. We tried many models, checking out orientation, shadows, and also the maximum of program what is possible on the island. Мы испробовали много разных вариантов, разные модели с разными объемами, направлениями, смотрели, как падают тени и насколько плотной максимально может быть застройка. And later on, the master plan got juridical status approvals, and owners became very creative in buying buildings and put their lot together. Here you see one of the first towers, a very slim tower, original design, with one apartment each floor. Но затем генплан нами разработанный, он получил юридический статус, и владельцы земли начали очень активно и с таким творческим подходом интересным скупать лоты земляные и объединять их. И вот здесь вы видите одну из первых башен, построенных на острове. Она построена по оригинальному дизайну, таким образом, что на каждом этаже располагается одна квартира. Here you find additional rules about the maximum and the minimum plinth, and minimum and maximum floor areas. Но вот здесь дополнительное правило, дополнительные ограничения по минимальным и максимальным размерам цоколя и минимальной и максимальной площади этажей. We also designed software in which you can see different options of extending buildings and research views and shadows. Мы также разработали специальное программное обеспечение, которое позволяет рассмотреть разные варианты увеличения зданий и позволяет увидеть, как они будут выглядеть, смотреться и как они будут отбрасывать тень. More options you couldn't stop. It was very nice to work with this software. И это программное обеспечение оказалось очень увлекательным, мы не могли остановиться, мы все пробовали и пробовали разные варианты. Okay, then I go to the last part. It's about the project Red Apple. We were commissioned in 2001, developing the tip of the island. И последняя часть моей истории – это история создания здания, так называемого Красного Яблока, заказ на который поступил в 2001 году, и оно должно было быть построено на конечности острова. Here you see again the location, the island, and this is the tip of the island. It's a very prominent place in the city. Ну вот вы снова видите, где расположена, где точка, на которой должно было быть построено это здание, и эта точка очень хорошо видна с разных концов города. It was not easy because we had to work and to deal with our own rules. Проектировать это здание было очень сложно, потому что нам приходилось следовать нами же самими установленным правилам. And also in that time, I go one slide back, was built this building. It was a disaster for developing our site because it's an enormous slab building and it's man shadow on the side. И еще одна проблема, я специально вернулся на слайд назад, одновременно с развитием нашего проекта было построено вот это здание справа, очень плоское, такой ужас для нас, потому что нам было очень сложно проектировать что-то, соотнося с этим зданием. So we tried again many models for the tip of the island. You see them. И мы снова стали экспериментировать с моделями для вот этой оконечности острова. Вы видите, какие варианты мы рассматривали. And I think we were quite early already with this kind of architecture in the more than 10 years ago. Я думаю, что мы в каком-то смысле предвосхитили, может быть, время свое, потому что вот именно такие проекты мы уже создавали 10 лет назад.
After research, we came up with 4 models, 2 models with 3 towers and 2 of 2 towers, and finally we chose the bottom one, a vertical tower, of course, and a laying tower. После проведенных исследований мы придумали 4 модели, 2 модели с 3 башнями и 2 модели с 2 башнями. И в итоге мы выбрали модель, в которой была вертикальная башня и горизонтальная лежащая башня. Tests of shadow and views, very important, because of the office building next to the site. Это результаты проверки видов и теней. Это очень важно, потому что рядом располагается офисное здание. And on the right you see the tower as we realized in 2009. А справа вы видите, какой эта башня стала в 2009 году. And when we zoom in, we see the different parts. We see the tower, we see the laying tower, and we see in the base of the project we see offices, parkings, and shops on the ground floor, on the ground level. Но если рассмотреть поближе, мы увидим различные части, из которых состоит этот проект. Это сама башня, это главная часть лежащей башни, это парковочные места, это офисы, которые находятся в основной части башни, и это первый этаж с магазинами. So this is the ground level plan, and we also added 2 bridges because the tip of the island was quite isolated in the city, and now it is a stepping stone from the city center in the direction of the river. Это план фундамента. Мы внедрили сюда еще 2 моста, потому что на этот остров люди попадают, через этот остров люди проходят, и он становится таким связующим звеном. Not only in the Red Temple project, but also in the other new projects, we built big garages, and the result of that is that the quays became promenades car-free along the canals. Поскольку в этом здании и в других соседних зданиях мы построили много гаражей, то набережные стали пешеходными, куда машины не заезжают. Again, the program makes use of working and living to help the area, make it more attractive in the day, but also in the evening. Соединение различных функций жилых и офисных позволяет этой территории оставаться привлекательной и днем, и ночью. In the facade concept, classical vertical lines for the tower and horizontal for the laying block. Это концепция фасада, такие классические вертикальные линии для башни и горизонтальные для лежащей башни. And to understand the project ensemble, we studied many paintings, abstract paintings from the 70s. It was very helpful. И для того, чтобы понять этот проект как ансамбль, мы обратились к абстрактной живописи 70-х годов. Это нам очень помогло. So the project realized in 2009. It's not about the volume, but it's very important. Also the new case, the trees, promenade along the water in high quality. Проект был завершен в 2009 году, и помимо объемов очень важными стало окружение этого здания, деревья, которые... Это микрофон, извините. Нам придется без микрофона продолжить. И которые тоже придают особый характер этой территории. These lines show few corridors. If you place many towers together, you have to control views from different towers. Вот эти линии обозначают собой коридоры, через которые это пространство просматривается. Когда рядом находится много башен, каким образом можно контролировать виды? More field research on higher levels, of course, you have the maximum panorama. Ну и если продолжать разговор об исследовании видов, понятно, что чем выше уровень, тем больше панорамный вид.
And these diagrams are a kind of echo of the nearby buildings. It helps us to choose the maximum openings or to more close openings. Вот эти диаграммы демонстрируют своеобразное эхо от расположенных поблизости зданий и помогают проектировать более или менее открытые части фасада. More studies of the facade, and on the top right our favorite. Ну вот это продолжение нашего анализа исследований для фасада. И справа вверху это то, что мы считаем лучшим вариантом. In order to have a better understanding and effective communication with our clients, we made many models. Чтобы клиенты, заказчики нас лучше понимали, и чтобы наше общение было эффективным, мы сделали много моделей. On the top of the building we realized more than 85% of glass. In the lower parts it is still more than 60% of glass. На верхней части здания, покрытие верхней части здания более чем на 85% состоит из стекла, а внизу процент 60%. Процент стекла 60%. In the lower part we need more material for the stability of the tower. Внизу нам было нужно больше материалов, которые бы обеспечивали устойчивость башни. Our opinion was that all facades are even important, not only in the direction of the river, but also in the direction of the city center. В нашей модели мы подразумевали, что все фасады равнозначны, не только все фасады являются главными, а не только тот фасад, который обращен к реке, но и тот, который обращен к городу. And views to the river are valuable, and people like to pay more if they become marvelous. Вид на реку всегда очень ценен, и люди склонны платить больше, если это красивый вид. To emphasize the lines, we gave them depth, which enriched the relief. Чтобы подчеркнуть линии, мы придали им глубины, и это обогатило рельеф. Different parts of the facade, but of one family. Но вы видите, что элементы фасада разные, но они все выполнены в едином ключе. We have studied many details and materials. The plinth facade is made of wood to enhance the feeling of warmth for the pedestrians. Мы очень тщательно подошли к изучению материалов, и фасад цоколя сделан из дерева для того, чтобы у пешеходов возникало ощущение тепла. Another detail of the facade. Еще одна деталь фасада. And we moved the lion tower on top of the office more to the east so that more people can have river views. И мы сдвинули вот эту лежащую горизонтальную башню, которая находится над офисами, на восток, так, чтобы те, кто там живет, получил виды на реку. And central in the project you find a mall open to the public. И центром проекта стал такой молл с магазинами, открытый для посетителей с улицы. A sketch of the mall with shops and a new hotel now under construction. Вот это эскиз торгового молла, торгового центра и гостиницы, которая находится сейчас в стадии строительства. A view from the mall to the tower. Это вид из торгового молла на башню. The mall has a monumental design and a more maritime atmosphere. Sometimes there are parties here and exhibitions. Но молл выполнен в более таком монументальном ключе, в попытке создать такую морскую атмосферу. Здесь иногда проходят вечеринки и различные выставки. But of course, the building is not only facades. On the standard floors there are 4 apartments. On the higher levels only 3 apartments. Each apartment has a corner for panoramic views over the river and the city. Но понятно, что здание не сводится к фасаду. На стандартном этаже находятся 4 квартиры. На верхних этажах по 3 квартиры. В каждой квартире есть возможность для углового панорамного вида на город и на реку.
And on the left, you see here a French palace from the 18th century. The rooms are connected by openings along the facade. This inspired us to open up the apartments for views and spatial experience. Слева вы видите фотографию французского дворца XVIII века, где комнаты соединены открытыми дверями вдоль фасада. И этот образ вдохновил нас на то, чтобы раскрыть квартиры для видов и для физического пространственного ощущения. Studies of the flexibility of an apartment. Это вот эскизы анализа возможности трансформации квартир. And here I am to build my own wall. А вот это я строю свою собственную стену. It's on the 37th floor. Она находится на 37-м этаже. And it defines the apartment in which I live. И вот так выглядит квартира, в которой я живу. And sometimes I'm amazed by the beauty of living in a high-rise building. It can be a poetic experience. Иногда меня самого поражает красота вот этой жизни в высотном здании, и это может быть вполне такое поэтическое ощущение. High-rise is not the only solution for densifying the city. Rotterdam has been bombed during the war and has to invent a new urban plan for the city center. That is a big difference, I think, with St. Petersburg. Высотное строительство – это не единственный выход для того, чтобы сделать городское пространство более плотным. Роттердам очень сильно пострадал от бомбежек во время войны, и поэтому этому городу пришлось изобретать новый, вырабатывать новый градостроительный план для центра города. It's a small introduction how we work in KCP and architecture and urban, and how architecture and urban planning are related. Thank you. Ну вот вкратце то, о чем я хотела сказать, о связи нашей архитектуры и градостроительства.